море и вода – наши лучшие друзья. Наконец-то пришло лето, и мы с вами будем загорать, купаться, отдыхать, заниматься всем, чем только хочется. Но, ребята, не забывайте учить русский язык. Сегодня мы с вами будем учить лексику, новые слова на тему отпуск. Да? Обычно мы едем в отпуск на море, и поэтому сегодня я расскажу много полезных слов, связанных с отпуском на море. А если вам нравится такая идея, нравятся мои видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, и я буду рада вас видеть в моих следующих видео. Ну что, начнем? Отдых на море. Итак, наконец-то наступил долгожданный отпуск. И все мы собираемся поехать куда-нибудь отдохнуть. Что для этого нужно? Конечно же, нужно взять большой чемодан. Чемодан – это большая сумка, в которую кладут вещи, собираясь в отпуск. Итак, чемодан, открываем его и кладем туда самые необходимые вещи. А это шляпа, конечно же, шляпа от солнца. Не путайте, пожалуйста, шляпу и шапку. Шляпа – это головной убор для лета от солнца. Шапка – это головной убор, который мы носим в холодное время года, чтобы защитить свою голову от холода. А теперь давайте подумаем, что мы обычно носим на ногах. На ногах летом. Итак, конечно же, это сандали. Сандали – это открытые летние туфли, где можно увидеть пальцы или пятку. Также мы носим вьетнамки. Вьетнамки. Почему они называются вьетнамки? Может быть, из-за того, что люди во Вьетнаме носят такие шлепки. Шлепки или шлепанцы – это еще один вид обуви, которую мы носим летом. Что вы больше любите носить? Вьетнамки или шлепки? Кстати, шлепки называются так из-за того, что когда мы ходим, они шлепают по пятке. Шлепки. И, конечно же, если вы собираетесь на пляж, нужно не забыть с собой солнечные очки или очки от солнца. Это солнечные очки. Мои очки зеркальные, и я могу видеть себя в этих очках. Конечно же, с собой на пляж нужно взять купальник или плавки. Купальник – это одежда для женщин, которую носят на пляже. Обычно купальник состоит из двух половинок – верхняя часть и нижняя часть. Такой купальник мы называем раздельный купальник. Такой купальник мы называем раздельный, потому что он разделил наше тело на две части. Есть также и другой вид купальника, который называется слитный купальник. Обычно женщины, которые немного полноватые, они любят носить слитный купальник, чтобы не было видно, что они немножко полные. Что же такое плавки? Плавки – это нижняя часть купального костюма. И когда мы говорим плавки, я сразу думаю о мужских плавках, потому что мужчины носят только нижнюю часть купальника, которая называется плавки. Итак, пора идти на пляж. Когда вы идете на пляж, конечно же, вы берете с собой зонтик от солнца, для того, чтобы солнце было не такое активное, особенно если вы любите загорать после обеда или в обеденный перерыв. Итак, вы берете зонтик,
Также вы берете купальник, воду, солнечные очки и, возможно, покрывало. Есть два варианта, как вы можете отдыхать на пляже. Вы можете расстелить покрывало и лежать прямо на песке, или можете взять шезлонг. Шезлонг – это специальное место, обычно деревянное или пластиковое, где человек может лежать под солнцем. Также у шезлонга есть еще одно название. Мы также его называем топчан. Шезлонг или топчан. Обычно, если вы идете на пляж, за топчан нужно заплатить небольшие деньги. Тогда вы можете взять шезлонг на весь день. И если вы лежите на шезлонге, и у вас есть зеркальные солнечные очки, в которых никто не видит ваши глаза, вы можете преспокойно рассматривать мужчин или женщин и их татуировки. Татуировки – это рисунки, которые мужчины и женщины делают на своей коже. Итак, вы лежите на шезлонге, и вам становится жарко. Нужно искупаться, думаете вы, и идете к воде. Если вы любите нырять, то вам нужно взять ласты и маску. Обычно ласты используются для того, чтобы быстрее плавать под водой, а маска нужна для того, чтобы рассматривать рыб, которые проплывают под водой. Для тех, кто еще не умеет плавать, тоже есть вариант. Можно взять с собой плавательный круг. Плавательный круг помогает вам держаться на воде, если вы еще не умеете плавать. Некоторые люди – большие любители матраса. Надувной матрас. Надувной матрас – это большой кусок резины, который надувается. Он становится объемным, большим. На нем можно лежать, плыть или загорать. Когда вы выходите из воды, нужно снова намазать крем от загара. Крем от загара – это крем, который помогает не загорать. И если вы не нанесете, не намажете крем от загара, тогда ваша кожа может сгореть и стать красного цвета. Есть люди, которые хорошо загорают, и кожа их становится коричневой или бронзовой. А есть такие люди, как я, у которых светлая кожа, и поэтому, если я долго нахожусь на солнце, моя кожа краснеет, а потом печет и облазит, то есть шелушится. Да-да-да, поэтому я стараюсь на пляже сидеть под зонтиком и только до обеда. Конечно же, на пляже есть куча развлечений. Вы можете покататься на катере, теплоходе, моторной лодке или просто маленькой лодочке. Ах да, я забыла, еще вы можете покататься на катамаране. Катамаран – это плавательный транспорт, который медленно передвигается, зато ты получаешь огромное удовольствие от того, что крутишь педали на катамаране. Чем же можно заниматься на пляже? А на пляже можно заниматься разными интересными вещами. Самое первое, конечно же, можно купаться, плавать и нырять. Итак, купаться – это когда человек не заходит далеко в воду, он находится в мелкой воде, он плещется, подбрасывает воду или просто отдыхает в воде. Мы называем это купаться. Но когда человек хочет плавать, он заходит дальше в воду, идет на глубину
и там плывет. Плывет какое-то расстояние. Например, он может проплыть 500 метров или километр. И когда человек плавает, это уже называется спортом. Также есть любители нырять. Нырять – это плавать под водой. Для того, чтобы нырять, нужно обязательно надевать очки для подводного плавания. Вот, в общем, и все слова, которые нам нужны для того, чтобы пойти на пляж. Ах, да, конечно же, я забыла мое любимое существо на пляже. Это медуза. Медуза – это желеобразное существо, животное, которое живет в море или в океане. Медуза. Ой, я очень не люблю медуз. А вы? Какие у вас планы на это лето? Куда вы собираетесь поехать и как хотите отдохнуть? Пишите мне в комментариях. Мне очень нравится общаться с вами, мои друзья. Увидимся в моем следующем видео. Или прямо сейчас вы можете выбрать то видео, которое вам нравится больше всего. Пока!